Родственники и деньги. Ваши деньги. Бывает такая ситуация, как только вы начинаете зарабатывать деньги, сразу набегает куча родственников. Ближних, дальних. Седьмая вода на киселе. Приятели, друзья, подруги начинают приходить и говорить: слушай, у тебя деньги появились, мне так надо, мне там надо на это, мне там надо на то. И вроде как человек хороший, и отношения с этим человеком вам важны. И вы находитесь в растерянности. Давать, не давать. Давайте разберемся. Я вам сейчас покажу немножко неожиданную сторону, которая бывает, когда вы принимаете решение, и вы ее точно не учитываете. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, работаю с женщинами уже достаточно давно, больше 15 лет. Вот ссылка на мой сайт ladnaya.ru, переходите по ней, там есть очень много интересных и полезных материалов для вас. Ссылка на мой подарок для вас, курс «Секреты счастливых женщин», находится в описании этого видео. Ну а ваши лайки и комментарии, подписка на канал говорят мне о том, что мы с вами встречаемся все-таки не зря, вам интересно то, что я делаю, и вы для себя получаете от этого пользу. Подписка и лайки дают Ютубу понимание, что он не зря вам и мне предоставил площадку для встречи. Так что давайте будем взаимно любезны. Ну и давайте разбираться. А что же происходит, когда родственники бегут к вам за деньгами? Ну, во-первых, нам всегда хочется, я имею в виду людям, нам всегда хочется получить для себя как можно больше благ, как можно меньше напрягаясь. И поэтому мы всегда ищем пути, где мы можем эти блага поиметь. А еще люди, которые не любят напрягаться, они очень часто хорошо умеют манипулировать. И всегда видят тех, кто привык стараться, кто привык заслуживать, и кто привык отдать последнюю рубаху для того, чтобы кому-то было хорошо, в надежде получить любовь. И они идут к вам. Потому что они знают, что вы всегда были прилежная, старательная, у вас совесть, вы не откажете. В конце концов, можно вам устроить истерику, и для того, чтобы от вас отцепиться, вы все равно дадите. Вспомните детские отношения свои с этими людьми. Чаще всего у вас отжимали там кукол, машинки, сладости. Точно таким же способом. Вам либо устраивали истерику, либо шли, стучали маме: мама, она мне не дает куклу. Либо вам говорили: ну как, ты же старшая, младшенькой-то надо. Обычно, кстати, младшие прибегают к старшим за деньгами, старшие к младшим никогда не бегают. Это тоже вам ремарочка. Либо вы очень хотели, чтобы мама вас похвалила, и поэтому сами готовы были снять не только последнюю рубашку, но и последние трусы, отдать, лишь бы вас похвалили. Мои хорошие, детство закончилось. В этом приятная новость. Детство закончилось. Заслуживание любви тоже закончилось. И когда вы стремитесь сразу сами от широты душевной достать кошелек из сумки, открыть его и вывалить все деньги, которые вы заработали, для того, чтобы всем подарки купить, для того, чтобы всех порадовать, подумайте 1000 раз. А эти люди последний раз когда вас радовали? Когда эти конкретные люди последний раз делали что-то для вас приятное? Ну, вы понимаете, да, если это было давно, то ваше решение должно на это тоже корректироваться. Ну, а плюс есть такая родня, которая приходит и просит деньги на одно, а тратит совсем на другое. И когда вы им потом, не дай бог, ткнете пальчиком и скажете: что ж ты просила деньги на одежду ребенку в школу, а пошла себе сапоги купила. Такое тоже есть. Или что ж ты просил у меня деньги на ремонт квартиры, потому что у вас дует из окна, а взял и собрался и поехал в отпуск на эти деньги. А человек скажет: ну, отдохнуть-то перед ремонтом мне надо было, а деньги-то на окно, на ремонт ты мне все равно дашь, потому что у меня ж под окном ребенок спит, а ты же его крестная, тебе же его жалко, ты же все равно не бросишь сиротинушку пропадать, мерзнуть и зарабатывать там себе какие-нибудь хронические заболевания. Все равно дашь. Поэтому я спокойно съездил, набрался сил, и теперь я могу. А пахала, тебе на отпуск не хватает. Ну так это твои проблемы, надо было отдыхать. Вот так будут поступать с вами ваши родственники. Наверняка вы уже узнали подобные ситуации. Принимать решение, давать деньги или не давать, это ваш выбор. Но хочу сказать, что вами движет. Как бы вам сейчас это неприятно было услышать. Вами движет желание купить любовь, их признание, их внимание, заслужить их. Дадут ли они вам? Нет. Не дадут, к сожалению. Я даже не делаю паузу для того, чтобы вы успели подумать, дадут или не дадут. А вот теперь думайте, были ли у вас ситуации, а они у вас уже были, когда вы давали, а вам в ответ показывали, а может и полруки.
Угу. И вы наверняка вспомните не один десяток таких ситуаций, когда вы просили даже за вашим ребенком присмотреть 15 минут, вам говорили: ни хрена себе ты обнаглела. Нифига себе ты слишком много хочешь. Я уже не говорю о том, чтобы вы попросили денег и вам тоже показали кукиш. Поэтому 1000 раз подумайте, любовь купить за деньги нельзя. И если человек вас не любил, он привык вас использовать. И лучшее, что он может для вас сделать, относиться к вам нейтрально в этой ситуации. Поэтому, когда вы пытаетесь купить любовь, вы инвестируете в собственное использование. Я надеюсь, это видео будет для вас отрезвляющим. Если еще нужны видео, где я объяснила бы вам, что вы чувствуете, что вами движет, как общаться с родственниками, когда они давят нас на чувство вины, стыда и жалость, об этом пишите в комментариях. Тогда я посмотрю, если комментариев будет достаточно много, я сниму на эту тему тоже видео и объясню, как разбираться с этими моментами. Может быть, есть какие-то еще другие эмоции, которые вами движут, и вы не знаете, как с ними справляться. Тоже обозначьте их в комментариях, потому что только так я узнаю, какой запрос есть у вас, и смогу снять еще одно видео на эту тему. Всем пока-пока, жду ваших комментариев и лайков. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока.